Сегодня ночью разработчики выпускают уже третье по счету обновление на этой неделе, которое в основном фиксит различные мелочи и дополняет прошлое. Но речь в данном ролике больше пойдет об утечках, ведущие нас к будущим обновлениям. А еще, неужели ты не знал, что на Epic Drop можно получить нож совершенно бесплатно? Да-да, сейчас там проходит летний ивент наподобие Battle Pass'а, где нужно зарабатывать очки и выполнять несложные задания, продвигаясь по уровню, каждый из которых хранит в себе приз. На 15-м можно получить тайный АВП или перчатки, ну а на последнем, разумеется, нож. Сам же Battle Pass стоит 500 рублей, но по моей ссылочке в описании вы получаете 100% скидку. Кстати, очки для ивента также можно фармить, проводя весело время в мини-игре Chicken Run, где вам за курочку нужно увернуться от пули. Ну а попытки сыграть в это чудо обновляются каждые 6 минут. Так чего же ты до сих пор ждешь? Бегом переходи по ссылочке в описании. Ладно, сегодняшнее обновление по большей части исправляет косяки в локализации ярких моментов. Добавили в описание сувенирных кейсов, что после приобретения в магазине продать вы сможете их только через 7 дней. Ну и улучшили оптимизацию игры. Ведь после добавления наклеек чемпионов вы наверняка заметили, что игра стала притормаживать. И со слов разработчиков должно стать вроде как полегче. Теперь же переходим к скрытым файлам АК утечкам, которые появились еще с прошлым обновлением. Помимо того, что разработчики готовят уникальные миссии для игры и новый тип награды, который, возможно, можно будет обменивать в магазине Арсенал, они еще и в файлах игры позакрывали старые миссии еще со времен CSGO, а также почистили код нынешних миссий, которые теперь зависят полностью от дата серверов. Также были замечены изменения в файлах панорамы, которые отвечают за операцию, а конкретно за ее магазин. Они, казалось бы, лежат мертвым грузом, да и Арсенал вроде бы полностью его заменяет. Так что, скорее всего, на данных файлах они тестируют новые приколы для текущего магазина Арсенал. Ну а тест касается, возможно, будущей кнопки спецпредложения, где вы можете приобрести сразу все предметы магазина за определенное количество звезд. Разумеется, более выгоднее, чем покупать что-либо отдельно. Также в прошлом ролике я упоминал, что появились новые строчки, связанные с гранатой растяжки. Оказывается, появились не только наименования, но и внутриигровые опции поведения в игровой среде. Ранее данная граната уже палилась в файлах игры и предназначалась для режима запретной зоны. Но если вы следите за новостями, то скорее всего в курсе, что все упоминания предметов из ДЗ разработчики стали удалять из игры, откинув надежду на будущее появление данного режима. Однако, как мы видим, они переделывают данную гранату под новые реалии. И, возможно, она станет частью нового режима. Ведь помимо гранаты были также упоминания об апгрейде оружия. И либо это касается простого крафта, или же в будущем режиме будет возможность улучшать характеристики определенных пушек, что также намекает на изменения в структуре анимации, которые поломали на данный момент некоторые пистолеты. Вдобавок к этому также мы получили список поведения различных разрушаемых и взрываемых предметов, наподобие баллона с газом и бочек, и очередное упоминание об активных курицах, возможно питомцев, и получение урона от ножа у NPC. Так что все вышеперечисленное дает намеки на появление загадочного режима. Однако, как вы все прекрасно понимаете, все утечки, что мы находим, могут 1000 раз пройти переосмысление у разработчиков, или же вообще стать новой версией кооперативного режима, или же вовсе что-то похожее на запретную зону. Так что все догадки я оставляю вам в качестве пищи для размышления. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!